Привет! Сегодня мы с вами сравним две очередные копии на всеми нами любимые, ну или если даже и не любимые, то уж точно всем известные AirPods. Модельки у нас такие. Так, New i9000 TVS и Ultimate R2 TVS. С неймингом китайцы, конечно, запарили, запомнить все это многообразие уже просто невозможно, но мы не собираемся. А вот стоит ли какую-нибудь из этих двух моделек покупать, на этот вопрос мы сейчас и ответим. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Если в недавнем сравнении i200 и i9000 TVS у них хотя бы коробки были разные, да и гравировки на кейсе с наушниками, в случае новых i9000 и Ultimate R2 они полностью идентичны. Кейс с наушниками абсолютно одинаковый, они одинаково весят, у них одинаково по-китайски нажимается кнопка для сопряжения, так что перепутать с оригинальными AirPods по-прежнему трудно. Этот характерный китайский щелчок вы узнаете из тысячи. Обе модели наушников сделаны как копии вторых AirPods, так что кейс обоих имеет беспроводную зарядку. И да, она реально работает, кейсы заряжаются. Правда, греются очень сильно. Но тут начинается первое отличие. В Ultimate R2, давайте я их для простоты буду называть просто R2, других Air'ов сегодня не будет. Индикатор у них во время зарядки не загорается. И понять, идет заряд или нет, можно только по индикатору на самой беспроводной зарядке, ну или в моем случае пауэрбанка. Отличие номер 2. Если в новых i9000 исполнение индикатора такое же, как и в оригинале, в R2 вокруг индикатора просвечивается пластик, что добавляет во внешний вид дешевизны. Ну и в новых i9000 крышка в открытом положении удерживается чуть более мощной пружинкой, за счет чего случайно закрыть ее сложнее, но в целом в обеих моделях этот момент продуман нормально. Правда, в R2 эта петелька открывается и закрывается с таким небольшим скрипом. Не знаю, особенность это именно моего образца или нет, но вообще это уже третья или четвертая копия на канале, и пока складывается ощущение, что покупка копии это лотерея. Может повезет, а может и нет. Например, датчик на вынимание наушника из уха. Что удивительно, на андроиде он работает корректно на обеих моделях, а на айфоне работает только у новых i9000, у R2 ничего не происходит. Обе модели показывают эту заветную анимацию на айфоне. Также они научились поделать доп-меню по нажатию на иконку информации, где можно поменять действие по постукиванию. i200 и обычный i9000 так не умели. Но тут тоже недоработка. Меняешь в этих настройках, что постукиванием по левому наушнику ты хочешь предыдущий трек, а по правому следующий трек, но наушникам на это пофигу. На новых i9000 просто ничего не работает и иногда трек становится на паузу. На R2 правый наушник включает предыдущий трек, а левый просто тупит и ничего не делает. Но что вы хотели, копия это лотерея. На андроиде i9000 по правому постукиванию ставят трек на паузу, левый — голосовой помощник. На R2 получше. Правый включает предыдущий трек, а левый — следующий. Надеюсь, не запутались. Автономность всегда была ахиллесовой пятой всех этих копий, так и тут рекорда тоже не случилось. Новые i9000 продержались 2 часа 53 минуты на максимальной, конечно, громкости. R2 проработали 2 часа 26 минут. Из плюсов в обеих моделях наушники работают по отдельности и происходит это бесшовно. Просто достаешь нужный тебе наушник и он начинает играть. Обе модели работают на кодеке AAC, но в плане задержки они молодцы, не показали каких-то там ужасающих цифр. В YouTube задержки практически не ощущается, хотя некоторые ТВС-наушники даже тут умудрялись давать задержку. В играх все без изменений, задержка есть. По стабильности соединения тоже есть небольшие различия. Новая i9000 чуть более крепко держит связь, в них на улице у меня вообще не было прерываний. R2 на улице все же пару раз прерывались. Теперь проверяем микрофоны. Проверяем работу микрофонов. Так, что у меня там в ушах? New i9000 TVS. В тихом пространстве незаведенная машина. В этот раз я не слушал, как наушники звучат. Послушаю уже на монтаже, ну а пока судить вам. Теперь заводим машину, проверяем. Печка на 3 деления 4, музыка на фоне на девятке. Честно, не ожидаю от них чего-то вообще такого. Но будет интересно все-таки, как они звучат. Идем на улицу. О, на улице небольшой ветер. Погода для 24 декабря, конечно, не очень. Мимо едут машины. Сейчас машина проедет. Машина проехала. Ну, на этом тест мы завершаем этих наушников. Проверяем работу микрофонов New R2 TVS в тихом пространстве, также незаведенная машина. Я уже послушал, как звучат микрофоны i9000, и в тихом пространстве они звучат еще более-менее. Поэтому теперь заводим машину. Печка также 3 деления 4, музыка на фоне на девятке. Не знаю, будем проверять, что они из себя представляют. Идем на улицу. Блин, ну погодка, конечно, вообще не радует. Так, ждем, пока проедет мимо машина. Все-таки копии
на той копии, что микрофоны у них могут быть посредственны за их деньги. Ой, очень громко. Все, автобус проехал, слушаем, как они звучат. Итак, что по микрофонам. Пальму первенства здесь я отдам наушникам с названием Air 2. У них однозначно микрофоны будут покруче. Только на улице, когда совсем рядом ехали машины, они уже сдавали позиции. А новые i9000 в принципе звучат хуже. У них речь более глухая, как из бочки, но все же кое-как, конечно, слышно. Понятно, что это копии, поэтому к звуку тут относится тяп-ляп. И R2 в плане звучания мне не очень понравились. У них мало баса, за счет этого не ощущается объем, середина совсем немного смещена в сторону низких, но главная претензия, сама сцена, она как будто не рядом, не в твоих ушах, песня как будто находится далеко. При этом они громкие, тут все в порядке, и на максимальной громкости высокий не режет уши, что хорошо. Новые i9000 показали себя намного лучше. Неплохой для копии бас, причем и по количеству, и по объему его достаточно. Понятно, что тут без проработки глубокого баса. Середина, ну окей, также немного завалена в сторону низких, но ровно для того, чтобы можно было комфортно слушать на громкости повыше, да и сцены хотя бы рядом находятся. Новые i9000 звучат по-прежнему не как оригинал, но знаете, что скажу? Среди всех копий, что пока были на канале, они звучат приятнее всех. Приятнее i200, приятнее обычных i9000 и приятнее сегодняшних Air 2. По балансу новые i9000 отстроили очень хорошо, но до Xiaomi Air 2 они немного не дотягивают, хотя и не очень далеки от них. Таким образом, в рейтинге всех вкладышей на канале Ultimate Air 2 присуждается почетное последнее место. Их звук мне не очень зашел. А вот новая i9000 залетает на 5-е место относительно вообще всех вкладышей, и можно считать первое место среди копий AirPods. Ни ту модель язык не поворачивается назвать идеальной, но так как в наушниках главное все же звук, здесь новая i9000 однозначно побеждает Air 2. Они, конечно, не прям ужасные, но не фонтан. Так получилось, что эти наушники мне бесплатно прислал один магазин с Алиэкспресса для теста. Ну, как и многое, что мне присылают бесплатно, мы их разыграем. Пусть лучше они кого-то радуют, чем просто пыляться у меня на полке. Условия будут, как всегда, самые простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео, но без спама. Итоги мы подведем 18 декабря в прямом эфире, где-то вечером. Более подробно я заранее напишу. 2 пары наушников, а значит и 2 победителя. Больше шансов выиграть. Ну что, на сегодня все. Удачи всем в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!